Всем привет, с вами канал Радов Одесса. Мы здесь чиним, починяем, ремонтируем все. Всякие сейчас, как говорят, лайфхаки для дома. Что как сделать дома своими руками. Спасибо всем, кто уже подписался. Вы не забывайте подписываться. Жмите на колокольчик, там все такое, лайки ставьте. В общем, в этом видео будем менять одну плитку посреди пола. Часто такое бывает, особенно на кухнях. Что-то упало, плитка разбилась, или просто бывает, что положили мало клея, и она бухтит. Вот, видите, то есть, в этом видео покажу, как ее заменить без клея для плитки, без выдалбливания пространства. То есть обычно меняется как? Покупается клей для плитки обычный, цементно-песчаный, выбивается старая плитка, и получается выбивается еще вниз там на где-то сантиметр, может чуть меньше, для того, чтобы компенсировать толщину клея. В этом видео я покажу, как это сделать без клея. То есть, что нам понадобится, это нож, какой-то инструмент, чтобы вытащить старые остатки плитки, клей ПВА, ну и естественно затирка, чтобы затереть потом швы, ведерко. Вот, и губка еще надо будет, это для того, чтобы размывать затирку, но это в конце. То есть пока сейчас, чтобы заменить плитку, то есть если она у вас разбилась, получается, что вам нужно ее полностью выбить, все остатки плитки, естественно, иметь такую же, чтобы поменять. У меня здесь плитка не разбилась, она просто бухтит, я ее ложил на скорую руку, поэтому несколько плиток по полу у меня, так скажем, забухтели, подорвались, то есть, ну, они не выпали полностью, а просто, как бы, ну, бухтят это называется, в общем, и повылетала затирка. Первое, что делается, это удаляется старая затирка, то есть вот так берется нож и выковыриваем всю старую затирку, которая есть. Так, как видите, вот что у нас получилось. Плитка выпала, сзади слой клея, тут уже стяжка. Вот. Единственное, главное, ну, главное, не забыть, если нет рисунка, не забывайте, какой она стороной стояла. То есть где-то карандашом пометьте себе направление. Обязательно. Вот. То есть, как видите, вот. Если как с клеем для плитки делать, то надо брать перфоратор, углублять это все, либо счищать с плитки старый слой. Вот. Мы этого всего делать не будем. Я покажу, как это все сделать побыстрее. Вот. И держаться будет не хуже. То есть для начала, что я взял, это вот немного ПВА, развел с водичкой, такой грунтовочный слой. Вы делаете ПВА, можно любой использовать, даже канцелярский. Вот у меня вот такой вот обычный строительный ПВА, вот, в любом строительном магазине продается.
Как видите, все выставлено, я же говорю, через пару часиков оно станет и можно будет затирать. Мертво. Лучше, чем любой клей для плитки. Проверено. По итогу, вот что у меня получилось после затирки. И ничего не видно. Плитка не бухтит. Ничего не стучит. Пожалуйста, пользуйтесь таким способом. Пожалуйста, пользуйтесь. Быстро, надежно и чисто. Без грязи, без замешивания прививок для плитки, цементно-песчаных смесей и прочей фигни. Вот таким вот легким способом можно поменять плитки на полу, на стене, если разбилась или если забухтела. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал. В следующем видео я сейчас доделаю всю эту плитку и покажу, как ее правильно затирать.